Ну что, друзьяшки мои, сегодня в очередной раз, вот не верю в бескорыстных дам, к сожалению. Не осталось, видимо, таких совсем. И сегодня я вам в очередной раз это постараюсь доказать, потому что так как устроена жизнь. Сегодня очередная мадемуазель, красивая очень девушка. Но я уверен, что, как и большинство акул в этом океане отношений, предпочитает бабки, а не прекрасного внутреннего Евгения. Но ничего страшного, как говорится, не первый раз замужем, живем, поэтому переживем и это, что называется. Ждем девушку, а вы делайте ставочки. А вот и моя чаровница. Помочь? Спасибо. Аккуратно. Ты прекрасна. Привет. Какая погода сегодня хорошая? Привет. Да. Привет. Потрясающе. Серьезно? Да. Ты очень хорошо выглядишь. Спасибо. Пожалуйста, прям. Таксопарку Такси Хайп требуются водители на своих автомобилях для работы в Яндекс.Такси. С нас супер условия и, конечно же, большие заработки. Очень много водителей по всей России доверились нам, работают и вполне себе счастливы. Так что приходи в WhatsApp, ссылочка будет в описании. Удачи! Очень, как дела? У меня как дела? Я в надежде, что сегодняшнее наше свидание будет просто фееричным. Я все время на это надеюсь. Я скажу правду, я хожу по свиданиям, но никак не могу найти себе подходящую, я не знаю, как правильно даже сказать, пару. Ну, вот да, чтобы, это действительно непросто. Это прям целый процесс и труд. Это, я не знаю, мне кажется, легче у нас зимой пальму с кокосами вырастить, чем найти себе подходящего человека. Но это ладно, про мужиков все ясно. А вот я смотрю на тебя, честно, ты просто, шикарная женщина. Мечта поэта. А чё не что, не ходят мужчины? Что тебе Ходят много в интернете-то понадобилось? Комплименты даже делают. Серьезно? Да. Это часто. Удивительно. Это дальше комплиментов не заходит. Да? То есть, да, почему? Неуверенные какие-то мужчины в себе. Какой тебе мужчина нужен? Видимо, уверенный, первое, да? Уверенный в себе, Так. да, конечно. Какой еще? Внимательный. Так. Щедрый. А щедрый, вот мужичок идет, не подойдет тебе? Нет. Не подойдет. Хорошо. Внимательный. Чтоб занимался спортом, следил щедрый. за собой. Это практически все про меня, я тебе могу сказать. Это вот прям... да. Хорошо выглядишь. А, серьезно? Да. Для моих-то лет. Я согласен. Спасибо за комплимент. Спасибо тебе большое. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя надежда на то, что все-таки сегодня эти поиски закончатся? Как ты считаешь? Я так сразу не могу сказать с первых минут, но я надеюсь, я здесь не просто так, не зря. Окей, слушай, как ты насчет того, чтобы... Опять же, сделаю акцент на погоду. В конце сентября такая погода, это просто что-то невероятное. Да, сегодня самый теплый день за последние 57 лет, кстати. И самая красивая женщина за последние 57 дней. У меня в машине. Значит, что? Предлагаю, можно как-то прогуляться выберем ресторан, я остановлюсь метров за 500, мы прогуляемся до него, подышим воздухом, нагуляем аппетит, да, а потом туда... Я знаю отличное место здесь, чтобы далеко не ехать. Где? На набережной, в отеле «Гамма». Хороший ресторан. Отель «Гамма». Это после Розенштейна туда вот мы... Да. Следующий, да. Кстати, крутой. Это, кстати, 5-звездочная гостиница. Да. Очень вкусно там. Очень вкусно. Потрясающая кухня, да, я была. И гостиница там 5-звездочная. Очень красивый интерьер. И интерьеры красивые, это правда. Отлично, выбор сделан. Тогда, слушай, будет не круто, если ты поедешь, скажем так, без какого-то, может быть, небольшого штришка. Не зайдешь в ресторан, чтобы все поняли, что у нас сегодня свиданка. Это ты о чем? Я сейчас объясню. Интересно.
это тебе. Держи. Держи. Это тебе. Что это? Цветы. А почему искусственные? Нет, ты должна была сказать, круто, что искусственные. Ты представляешь вообще? Вот смотри, ты сейчас плюсов не видишь просто. Они будут стоять вечно. У пластика период полураспада там 1 000 000 лет. Уже ничего не будет. А они будут стоять у тебя в вазе. И это будет память на всю. Неважно, как у нас закончится, чем сегодня все закончится, но вот эти вот цветы, ты их не забудешь никогда. И они будут напоминать тебе, это будет постоянное напоминание. Представляешь, ничего, поливать не надо. Ты всегда Мошки так не делаешь? съедят. Я вообще так очень редко дарю цветы, но я вот смотрел на твою фотографию в анкете. И просто я понимал, что это... Что мне нужны искусственные цветы. Нет, что тебя нужно порадовать, что тебе нужны цветы. Но я решил просто из практичности. Это же очень практично. Никто не покупает искусственные цветы. Хорошо. Они не понимают. А смотри, какие они красивые. Они очень похожи на настоящие. Ну, красиво. Я могу брызнуть на них духами, и они будут пахнуть. Они, надеюсь, не с кладбища? Ну, нет, я не собирал их с кладбища, но магазин при кладбище, потому что они не покупают, но не продают в обычных магазинах. Забудь Спасибо, про кладбище. Конечно. Можно я назад их положу? Да, конечно, пожалуйста. Неожиданно. Неожиданно, давай аккуратно, чтобы они там не растрепались. Хотя этим цветам ничего не страшно. С ними можно что хочешь делать. Такое у меня впервые, конечно. Слушай, ну, ты же хотела, чтобы у тебя было сегодня незабываемая, классная тематика. Плюс, реально, они в 3 раза дешевле, чем обычные. И стоят вечно. Я поняла. А вечно у нас, извини меня, ничто не стоит. Даже пирамиды потихоньку разрушаются. Так, все, сейчас поедем. Единственное, знаешь, что у меня к тебе просьба будет? Цветочки, хоть они и дешевле, но они все равно в денежку встали. И тут на днях ТО сделал, в 100 почти обошлось. Недавно с отпуска вернулся. Короче, истрепался вообще наглухо. Ты не могла бы мне денег одолжить сейчас на ресторан? Мне нужно тачку заправить. Еще на телефон положить, я забыл. Смотри, нет, у меня есть деньги, но они будут завтра. Вот, завтра я тебе зуб и кровь из носа все отдам. Ты же не думаешь, что я совсем без бабла. Все-таки у меня вот есть, смотри, жвачка есть, конфетки есть, сумка кожаная. Поэтому бабки у меня есть. Просто, вот они закончились неожиданно. А не хочется свиданку портить, понимаешь? Ты-то мне близкий чужой человек, считай. И мы сейчас плюс с тобой будем... Ты тоже будешь кушать. Я же тебя буду за свой счет кормить. Просто у меня сейчас с денежкой не очень. Опуская все эти подробности, 30 000 рублей. Если не сложно, да, а завтра я тебе отдам всего. Ты шутишь? Нет, смотри. Вот ситуации бывают разные. Просто я бы мог так подойти, смотри. Слушай, такая ситуация. Кошмар. Мне пришлось купить маме лекарства очень дорогие на последние деньги. И я пришел сегодня пустой. И вызвать жалость. Но я тебе говорю, как есть. Пообтрепался. Бывает, мужик пообтрепался. Понимаешь? Я потратил очень много денег. Я тебе реально говорю. Где-то 500 000 за 2 недели. Это, дофига. И просто все кончилось. У меня 200 рублей. Я сейчас даже покажу. Вот смотри. У меня в кармане, 200, 300, 400, 500 рублей. Больше нету. Что мы с собой на 500 рублей в ресторане там купим? А мне еще заправиться надо. Можем не доехать. Придется пешком идти гулять до ресторана. Я отвечу, смотри. Нет, ты меня подожди. Я же не просто так. У меня есть машина. Она на меня оформлена. Я тебе документы сейчас на нее дам в залог. Серьезно? Нет, не нужно, не надо. Нет, серьезно. Посмотри, она на меня. Я не возьму документы, спасибо. Ладно. На деньги ты дашь? Сейчас я посмотрю, конечно. 30-ки хватит, больше не надо. Ты женщина самодостаточная, я смотрю. Да? Точно отдашь? Конечно. Я тебе говорю, на карту, наликом, как хочешь, я тебе переведу. Серьезно, да я планирую с тобой вообще-то общаться, встречаться и так далее. А что такого-то? Ты можешь завтра отдашь, правильно? Да. Хорошо, завтра можешь подъехать ко мне. Да не грусти ты, все. Завтра отдаю. На отдых, на развлечения. Сейчас кормить тебя буду всякими омарами. Я посчитаю, на всякий случай так. Да. 30 тысяч. Спасибо, ты такая молодец. Все, ничего нам не мешает.
Сейчас поедем с тобой. Отдохнем. Ой, что-то не упал у меня, нет? Так, лады. Пристегиваемся. Ой, подожди секунду. Что случилось? Я же хотел тебе сказать еще один момент. Еще денег надо? Не-не, все, денег пока больше не надо. У меня жена, я просто еще не развелся, но мы в разводе. Ну, в процессе развода, короче, забей. У меня 3 детей от нее, короче. И эти 3 детей сегодня жена просто, я ей говорил, у меня свидание, я занят, привет. Она говорит, ты обещал, сегодня выходной, ты обещал детей сводить в театр. Она билеты купила, мне нужно детей сводить в театр. Прикол. Через 45 минут у них представление. Там какой-то колобок или теремок, я уже не помню. Неважно. Можем сходить, это на час всего. Мы посидим сзади. Да, это детский спектакль, они спереди посидят, мы сзади. Ну там что-то по телефоне посидим часок, а потом в ресторан пойдем. Это буквально вот не совсем на чуть-чуть. Я обещал, интересно. я реально, ну... Интересно очень. Понимаешь, она все никак не может документы о разводе подписать. Понимаешь? А нагружает меня вот этими всеми моментами, детьми, там еще чем-то. Ну, это все такое уже. Это я уже люблю детей, на самом любишь, деле, да? очень. Угу. В принципе, у меня планов сегодня не было. Неожиданно получается у нас свидание в театре детском. Нет, час пройдет, и мы поедем в Рестик уже. И все. Я надеюсь, там ничего не всплывет, и мне никто не позвонит уже, никто ничего не понадобится мне. Я тоже надеюсь. Ну, поехали. Все нормально? Да, окей. Такого у меня еще не было, конечно. Знаешь, что я хотел бы тебе сказать? Ты такая хорошая девушка. И твой светлый тон в одежде, и твои светлые волосы, и твои светлые глаза. Видимо, у тебя еще и душа светлая. Ты столько сейчас за эти короткие несколько минут пережила. Либо ты очень сильно отчаялась в поиске мужчины и готова на все. И денег дать, и искусственные цветы принять, и с детьми понянчиться. Либо ты правда хороший человек. Но, видимо, все-таки второе. Потому что, как бы ты ни отчаялась, я думаю, что на моменте искусственных цветов ты бы меня уже послала в маленькое эротическое путешествие. Ты очень хорошая. И у меня, на самом деле... все в порядке. Ты мне просто очень понравился. Да? Держи. У меня все, мне не нужны деньги, у меня все есть. Более того, более того, я тебе могу сказать, что как мне пришла в голову история с искусственными цветами, я не знаю, но давай мы сделаем так. Ну их нахрен. Иди, я тебя приобниму. Все, не переживай, все у меня хорошо. Такая ты у нас зайка. Я тебе, поехали, куплю такие цветы, что... Капец! Может, они не будут стоять они вечно, но будут они гораздо лучше, чем эти. Поехали. Ну, у тебя есть шутки.